Вы листаете ленту, палец движется на автопилоте, и вдруг — стоп. Фотография. Человек, которого вы знаете 100 лет, новая машина, или подпись под именем «Руководитель направления», или просто загар на фоне моря, куда вы этим летом не поедете. И где-то под ребрами что-то сжимается, коротко, почти незаметно, как укол тонкой иглой. Вы не злитесь, вы ставите лайк, пишете «Поздравляю, рад за тебя». Но укол уже случился, и он был настоящим. Вот с этого укола все и начинается. Долго считалось, что зависть — это про характер, про мелочность, про дурное воспитание. Завистник — слабый человек, которого мама в детстве не дохвалила. Удобная версия, только неправильная. Потому что потом завистников положили в томограф и увидели то, чего никто не ждал. Зависть — это боль. Буквально. В Японии в 2009 году нейроученый Хидехико Такахаси с командой провел эксперимент, который перевернул представление о зависти. Людям давали читать истории про сверстников, Таких же студентов, как они сами. Кто-то в истории был успешнее, богаче, удачливее, а участник в это время лежал в сканере, и аппарат фиксировал, какие участки мозга загораются. И вот что вспыхивало, когда человек завидовал. Не центр злости, не зона раздражения. Загоралась передняя поясная кора, дорсальная ее часть, тот самый участок, который включается, когда вам по-настоящему больно. Когда вы обожгли руку, когда защемили палец дверью. Мозг обрабатывает зависть теми же зонами, что и физическую боль. Для этой системы разница почти стирается. Просто рана не на коже, рана на статусе. Вдумайтесь. Когда вы видите чужой успех и чувствуете укол, это не метафора. Это сигнал тревоги от той же системы, что кричит «убери руку с плиты». Мозг честно сообщает «тебя ранили». И чем сильнее загоралась эта зона боли, тем мучительнее человек переживал чужую удачу. Зависть измерили в единицах боли, и она оказалась тяжелой. Почему царапина по самолюбию болит как ожог? Тут вы вправе спросить, с какой стати мозгу путать чужую машину с ожогом? Где логика? А логика древняя и жестокая. Еще раньше, в 2003 году, исследовательница Наоми Айзенбергер придумала простую игру. Человек в сканере перекидывался виртуальным мячиком с двумя другими игроками. А потом те двое вдруг переставали ему пасовать. Просто игнорировали. Бросали мяч друг другу, как будто его нет. Мелочь, да? Игра, пиксели, незнакомцы. Но в мозге испытуемого загоралась все та же передняя поясная кора. Зона боли. Социальное отвержение зажигало ту же область, что и физическая травма. И вот почему. Миллионы лет наши предки выживали только в стае. Один человек в саванне — это еда для хищника. Изгнанник — это покойник. Поэтому эволюция вшила в нас сигнализацию. Потеря места в группе должна болеть так же остро, как рана, иначе ты не станешь за это место бороться. А теперь соберем картину. Статус в стае — это доступ к еде, к защите, к продолжению рода. Тот, кто выше тебя, забирает больше. И когда сосед поднимается над тобой, древний мозг считывает это однозначно. Твой ресурс уплывает, твое место под угрозой. Ты опускаешься в иерархии. Зависть — это не порок, это сторожевая собака статуса. Она лает болью каждый раз, когда кто-то рядом обходит вас на повороте. Проблема в том, что собака осталась из каменного века, а мир изменился. Стая на 10 миллионов. Раньше вы сравнивали себя с 30 соплеменниками, с теми, кого реально могли догнать и перегнать. Сосед поймал больше рыбы, досадно, но завтра новый день. Психолог Леон Фестингер еще в 1954 году описал простую вещь. Человек не умеет оценивать себя в вакууме. Хорош я или плох, успешен или нет, мозг определяет только через сравнение с другими. У нас нет внутреннего эталона. Есть только линейка, приставленная к соседу. И эта линейка работала прекрасно, пока соседей было 30. А теперь откройте телефон. Ваша стая — это миллионы. Блогеры с виллами, ровесники с яхтами, однокурсники, которые случайно оказались сооснователями. Мозгу все равно, что половина этих картинок — постановка, а вторая половина — один удачный кадр из 1000 неудачных. Сторожевая собака не умеет читать. Она видит. Вокруг тебя сотни особей выше рангом.
и начинает лаять без остановки. Древний механизм, заточенный под деревню, бросили в океан чужих успехов. Неудивительно, что он сошел с ума. Обезболивающее, от которого темнеет в глазах. Но природа не оставляет рану без лечения. Раз есть боль, должно быть и обезболивающее. И вот здесь история про зависть становится по-настоящему темной. Вернемся к Такахаси. Во второй части эксперимента тем же людям давали новую информацию. У завидного героя вдруг все пошло наперекосяк. Неудача, провал, падение. И мозг участника вспыхивал снова. Но уже в другом месте. Загоралось полосатое тело, вентральный стриатум. Центр удовольствия. Та самая зона, что отвечает дофамином на вкусную еду, на выигрыш, на секс. Та же система награды, что зажигается, когда вам приходит долгожданная новость. Чужая неудача дарила мозгу удовольствие. Чистое, химическое, ни с чем не спутаешь. У этого чувства есть имя. Немцы назвали его коротко и точно. Шаденфройде. Радость от чужой беды, злорадство. И вот теперь самое сильное открытие японцев. Они сопоставили две картинки одного и того же человека. Чем ярче у него горела зона боли от зависти в начале, тем ярче вспыхивала зона удовольствия от чужого провала потом. Связь оказалась прямой. Зависть — это рана, злорадство — обезболивающее. И чем глубже рана, тем слаще лекарство. Мозг нашел способ заглушить боль. Не вашим успехом, а чужим падением. Вы неплохой человек, если ловили себя на этом тайном тепле, когда у кого-то благополучного вдруг все рухнуло. Это не вы. Это химия, которой миллионы лет. Ваш стриатум просто получил свою дозу и сказал «спасибо». Жуткая, конечно, аптека. Но это аптека выживания. В древние стаи падение соперника и правда возвращало вам ресурс, место, шанс. Дофамин награждал вас за то, что конкурент выбыл из гонки. Просто тогда речь шла о рыбе и пещере, а сегодня о чьем-то разорившемся стартапе, который вас вообще не касается. Две зависти, которые живут в одном теле. Здесь нужно остановиться, потому что иначе получается, будто зависть — это всегда яд, а это неправда. Голландские исследователи во главе с Нильсом ван де Веном обнаружили, зависть бывает двух пород, и живут они в разных людях по-разному. Иногда в одном человеке в разные дни. Первая порода — зависть, что тянет вверх. Вы видите чужой результат, и укол превращается в топливо. Если смог он, смогу и я. Внутри загорается не ненависть, а голод. Вы садитесь и работаете. Соперник становится не врагом, а маяком. Вторая порода — зависть, что тянет вниз. Здесь мозг выбирает легкий путь. Зачем карабкаться к чужой высоте, если можно мысленно стащить человека к себе? Обесценить. Да ему просто повезло. Связи, не талант. Купил диплом. Это дешевле, это не требует усилий и обезболивает мгновенно. Разница между этими двумя породами решает все. Одна и та же боль может стать двигателем или ядом. Одного человека укол заставляет встать с дивана, другого — открыть комментарии и написать гадость. И вот что важно понять про механику. Выбор между двумя породами зависти — это не выбор хорошего и плохого человека. Это выбор уставшего мозга между трудным и легким. Карабкаться вверх — дорого. Стащить вниз — дешево. Когда у человека нет сил, нет веры в себя, нет ощущения, что он что-то контролирует, мозг чаще выбирает то, что дешевле. Злорадство — это не порок души. Это путь наименьшего сопротивления для измотанной нервной системы. Зеркало, которое всегда врет. А теперь вернемся к самому началу, к пальцу на экране, к фотографии, к уколу под ребрами. Теперь вы знаете, что там произошло за доли секунды. Картинка чужого успеха ударила по сторожевой собаке статуса, той, что осталось от пещерных предков. Передняя поясная кора зажглась болью, как от ожога, потому что древний мозг решил — твое место в стае под угрозой. Линейка, приставленная к соседу, показала, что сосед выше. И система уже потянулась к обезболивающему, к тихой надежде, что у него там не все так гладко, как на фото. Все это за один взмах пальца. Раньше, чем вы успели подумать слово «поздравляю». И вот в чем горькая ирония. Зеркало, в которое вы смотритесь,
сравнивая себя с другими, показывает нереальность. Оно показывает чужую витрину против ваших кулис. Чужой лучший кадр против вашего обычного вторника. Вы завидуете не человеку. Вы завидуете его отредактированной версии. Зависть – самая честная из эмоций и самая лживая одновременно. Честная, потому что не умеет притворяться. Укол настоящий, боль настоящая. Она точно показывает, что для вас по-настоящему ценно. Хотите узнать, чего вы на самом деле хотите от жизни? Посмотрите, кому вы завидуете. Зависть — это компас, который всегда показывает на ваше нереализованное. А лживая, потому что врет о масштабах. Она шепчет, что другой получил все, а вы ничего, что гонка проиграна, что мест наверху не осталось. И мозг, доставшийся нам от существ, деливших одну пещеру на всех, верит этому шепоту безоговорочно. Тот укол под ребрами, который вы почувствовали, листая ленту, это не ваша мелочность. Это древний сторож, который не знает, что стая давно стала бесконечной, что чужая яхта не отбирает вашу рыбу, и что от падения незнакомца в вашей пещере не станет ни на грамм светлее. Он просто делает свою работу, лает болью, тянется к обезболивающему. А вы впервые слышите, как он лает, и понимаете, на что именно.